Всем огромный привет! Сегодня запекаю рыбу хек в духовке в фольге. И будет сразу два самых моих любимых варианта запекания. Почему сразу два? Потому что какой лучше, мне сложно выбрать. Просто принцип один, а с травами и специями всегда можно экспериментировать на свое усмотрение. Рыбка получается сочной, нежной, без лишнего масла, как при жарке. Она по сути запекается в собственном соку. Вы поняли, это рецепт ПП, полезный для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Кстати, с салатиком и маслинками у меня кушают такую рыбку даже дети. По этому принципу можно запечь не только хека, а любую рыбку, и всегда будет вкусно и красиво. И что еще мне нравится, не надо стоять у плиты, и даже противень останется чистым после запекания. Фольгу выбросили и все дела. Вместо фольги еще можно выпекать в пергаменте. 4 тушки хека, я предварительно их почистила, внутри хорошенечко вымыла. Плавники посрезала, одну я оставила для фотосессии. Вот верхний плавник. Удобнее всего это делать ножницами кухонными. И снизу. Все лишнее убрали. Рыбка должна быть чистенькой. Внутри все пленочки, все вычистили, помыли. 4 вот тушки. 2 я буду запекать одним способом и 2 другие. Щепотка соли, и вот со всех сторон, внутри, снаружи я натираю солью. Так просто надежней, что соли равномерно попадет на каждую рыбку. Дальше делаю маринадик. Чайная ложка с горкой такая большая приправ для рыбы, пол чайной ложки острой паприки, и сюда отправляю 3-4 ложки столовых растительного масла рафинированного. Делаем такой маринад. Сок половинки лимона выдавливаю. В качестве приправ у меня тимьян сухой, орегано, майоран, базилик, черный перец и лавровый лист молотый. Теперь вот этим маринадом смазываю снаружи и снутри тушки рыбки. Хорошенечко прохожу. Дальше еще вот к этой рыбке я добавлю веточки свежего тимьяна. Если нету тимьяна, вы смотрите, если у вас есть свежий, добавляйте. Нету, можно сухой добавить. Просто очень вкусно. Тимьянчик, он такой ненавязчивый аромат имеет. К рыбке, как раз самое то. И упаковываю в конвертики, со всех сторон завернула. Следующая порция. 1 большая луковица или 2 средних. Порезала я ее полукольцами, и на лук сверху выкладываю прям целые такие большие ветки петрушки. Сверху получается у нас такая подушечка для рыбы. И сверху тоже смазываю тушки этим маринадом, который приготовила. В серединку хорошенько, и в серединку я порезала тот лимон, из которого мы выдавливали сок. Просто ради аромата и запаха вот укладываю в брюшко каждой рыбки. И сверху еще прикрываю веточками петрушки. Все заворачиваю в конвертики, и желательно оставить промариноваться минимум на час. Если есть время, можно с утра сделать, положить в холодильник, и пускай ждет ужина. И маринуем. Дальше будем выпекать в духовке. Просто положили, включили на температуру духовку 180-200 градусов 30 минут. Все, посмотрите, рыбка моя уже готова. За 30 минут она испеклась. Смотрите, сколько там сока внутри. Веточки просто убираем. И рыбка внутри пропеклась. Очень такой аромат
имеет свой. Вот, а тут запекалась с петрушечкой. Веточки тоже в сторону отбросили и готовы. Подавать рыбку я буду, она сочная внутри, такая ароматная, пропиталась всеми ароматами. Подавать буду на подушке из листиков салата. Сейчас салатик такой сочный, домашний в этом году. Вот такой интересный у меня попался, похоже, листики на петрушки, но не петрушка. Тут и шпинат, red pig, red coral. Присаливаю листики салата. Немножко острой паприки и черный молотый перец, смесь перцев. Небольшое количество растительного масла ароматного, нерафинированного и горсть маслин. Все смешали. И салатик. Сверху на салатик выкладываю тушки. Буду выкладывать рыбки. Очень вкусно, когда кусочек рыбки с листиком салатика. Это очень вкусно получается, ароматно. Посмотрите, вот рыбка какая мягкая, сочная внутри. Видно, что она хорошо проготовилась. Кусочки отслаиваются так красиво. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Даже детям такая рыбка очень даже по душе. Косточек тут нету, только одно филе и мясо. А если вам понравился мой рецепт и мое видео, не забывайте оставлять свои лайки, комментарии. Для меня это очень важно. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе новых интересных видео. А я на этом с вами прощаюсь. Пока! С вами была Виктория.